Всем привет, дорогие друзья! И сегодня мы с вами находимся на Крымском полуострове, а точнее Керченский полуостров, город Щелкино. Город должен был быть город атомщиков, но не случилось. И теперь он просто город для отдыхающих. Давно я здесь не был, по-моему, 2,5 года меня здесь не было. И разительные перемены. Сегодня мы с вами посмотрим набережную и вот прилегающую часть променадной зоны к набережной Щелкино. Еще в моих роликах было, что набережную уже сделали. Ну и посмотрим. Вот здесь, конечно, перемены разительные. Вот здесь, я помню, такой был бардак. А сейчас посмотрите, как все сделано. Курочки, булочки, вот, как вы видите, такая вот кафешка. Ее не было точно. Великолепные, посмотрите, сделали газоны. Ну, экскурсии, само собой, можно здесь посмотреть и заказать, покататься. Ну и вот они, эти светильнички светодиодные, энергосберегающие. Ну, сделано, конечно, шикарно. Здесь вот два подхода. Вот один, а вон там второй. Там вообще было полный абзац. Ну, а сейчас смотрите, как все шикарно плиточкой уложено. Повторю, не было здесь 2,5-3 года. И сейчас вот меня все это поразило, что здесь понастроили. Конечно, много старых построек, но много и нового. Вот, повторю, вот этого, по-моему, здесь не было. Да не по-моему, а не было. У меня много видео отсюда со Щелкино. Кому интересно, можно посмотреть. Танцующий дельфин, вот это здесь было. Тирчик тоже был. Но много сдается в аренду вот этих забегаловок. Так что афрокосы вот можно заплести, кто желает. Много вот не работает еще. Но народу не так, чтобы прям полный был, полный аншлаг был. Но народ есть. Тем более я снимаю сейчас время обеденное. Солнце, как вы видите, вот судя по тени, почти в зените. Ну и давайте пойдем на набережную. Здесь вот смузи продается, всякий кофе фреш, все дела. Мягкая вата, клубничная, ежевика, 150 рублей. Камеры стоят, смотрите. Ну и кафешки некоторые работают. Народу сейчас еще день, вечером, наверное, здесь будет больше народу. Это вот не работает. Вот здесь, я помню, сдается место, сейчас пустырь здесь, а так было. Тут аттракционы приезжали на сезон, ребята выставляли аттракционы, надувные такие, там батуты и прочее, и было достаточно много народу. Но сейчас, как видите, вот и просто пустырь. И хочу отметить, вот сразу, смотрите, колесо обозрения ставят. Раньше его не было. Так что теперь можно будет прокатиться. Сейчас, я так понял, она не работает. Да еще и кабинок там, благоустройство кабинок не произведено. Видно, только монтируют. Но мы сейчас подойдем туда еще, посмотрим. Температура сейчас 26 градусов. Посмотрите, на небо безоблачно. Ну и безветренно. Ну, подходя к морю, конечно, там чуть-чуть ветерок будет. Напомню, это море, с этой стороны море Азовское. Это Восточный Крым. Щелкино. Строился он и задумывался в советские времена как город атомщиков. Как вы знаете, здесь недалеко должна была быть построена атомная электростанция, но пришли смутные времена, 90-е, Советский Союз развалился на 15 удельных княжеств, и со временем все там растащили, разворовали на металлолом. Вот. Надувают шляпы. И станцию демонтировали. Много у меня видео оттуда, летал еще, когда можно было на коптере летать, как ее демонтировали. Сейчас вроде уже полностью ее уже разобрали. А город, это вот планировалось, здесь бы должны были жить атомщики, которые обслуживали бы эту электростанцию. Кстати, вот многоэтажки здесь, это, наверное, единственный город, где нет названий улиц, только номера домов. Это вот многие уже знают, но кто-то и не знает. Столовая на втором этаже, завтраки, обеды, ужины.
Вот, комплексный обед, 350 рублей. Столовая Баркас. Я помню, мы всегда вот здесь вот обедали. Но сейчас почему-то она закрыта. Молочные коктейли. Ну и мы выходим с вами, как вы видите, на набережную. Набережная Щелкина. 3 года назад ее капитально реконструировали. Да, можно даже сказать, что было новое строительство. Мы уже с вами это застали. Ну а сейчас люди этим пользуются. Вот, собственно говоря, мы и вышли с вами на море. Люди загорают. Не так, что прям полный аншлаг здесь был, но народ есть. Посмотрите. Я уже успел заглянуть на море, но вроде медуз нет. Сейчас море спокойное, но туда мы еще с вами зайдем. Давайте пройдем, посмотрим, как сделали набережную. Вот эти качели все в рабочем состоянии. Вот трапики такие. Деревянный поручень, конечно, не очень презентабельный. Я помню времена, когда здесь яблоку негде было упасть. Но сейчас, повторю, еще обеденный перерыв. Время 12, первый час. Возможно, люди разбежались обедать. Под грибками спрятались. Но работают на набережной пляжные товары, там панамки всякие, шорты. А это вот амфитеатр, здесь сцена, знаменитые вот эти одуванчики. Вечером они горят красиво, но сейчас не вечер. Конечно, здесь вот открытое солнце, жара и вот голуби одни здесь. Ну, по вечерам, наверное, какие-то концерты проходят здесь периодически. И вот, посмотрите, катание на скейтах, роликах запрещено. И доска здесь уже все приходит в негодность. Видите, выбиты. Выбиты досточки. Ну, а так мне нравится Щелкино. Если честно, вот они, эти фонарики тут, все на месте. Сначала здесь газончики были, по-моему, и шланги такие, капельный полив. А, вот здесь были, здесь точно, здесь щебнем все засыпали. Но здесь принялись растения, посмотрите, вот они, эти шланги, видите, с дырочками, с отверстиями, и через них время от времени включается орошение зеленых насаждений. Лавочки тоже такое, знаете, вот на солнце сидеть не очень, конечно, приятно. Что-то там вдалеке строят. О, вот этого не было точно. Кот ученый, посмотрите, дуб. И кот. Как Пушкин писал, кстати, недавно ему был день рождения. У лукоморья дуб зеленый. Золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Там на неведомых дорожках, среди неведомых зверей, избушка там на курьих ножках стоит без окон и дверей. Дальше не помню, это вот со школьного программы еще запомнил. Классно сделали, молодцы. Вот этого в моем последнем посещении здесь не было котика. Видите, котик с пенсне.
И место ему подходящее нашли под дубом, правда. Надо было на дуб его. Кот ученый. Такое место расположения. Так, единственное, что вот это сохранилось. Помню, был скандал, когда набережную строили, вот это кафе мешало. Его должны были снести, но не снесли. А напротив еще, посмотрите, понастроили кафешек. Наверху, на втором этаже, вон. Урны те же. И пляжная зона. Конечно, не широкая, здесь вот песчаная полоска, где люди нежатся на солнце. Но все равно есть. Даже купаются. Здесь чем отличается Азовское море от Черного? Заход в море, вон, смотрите, идут. А глубины все нет и нет. Вот насколько они уже отошли, метров на 15. И вот глубина по колено, будем так говорить, чуть выше. Вот моя кафешка. Мята, пикник-кафе. Ну и магазинчик крымской косметики. Вот еще одно, вот видите, там на втором этаже. Тоже можно засесть. Ну, раздевалки здесь старые. Рыба, пиво внизу. Ну и кафе Бережок. Вот это здесь неизменный атрибут. Щелкино, набережная Щелкино. Чебуреки там по 160 рублей. Я вот сейчас заходил туда, смотрел. Я сначала ведь прошел, посмотрел, как что здесь изменилось или не изменилось. Но вот кафе Бережок, и заполняемость неплохая. Столиков здесь немного, но почти все заняты. Вот этот туалет, интересно, работает он. Когда его сделали, он не работал. Я все ездил, ждал, когда же его откроют. Нифига не открыли. Наверное, и сейчас не работает туалет. Работает. Работает, вот. Но это старый. И бесплатно. Хотя, наверное, хотели сделать его платным. Туалет работает. Это хорошо. Вот бак к нему. Набережная такая небольшая. Вот еще качельки. Я вот не помню, были. По-моему, вот этих качелей здесь не было. Вот здесь я всегда становился под этим деревцем. И коптер поднимал, когда можно было летать. Ну а сейчас, конечно, все это в прошлом, но остались видео. Вот она вся набережная, только вон осталось еще пройти нам до колеса обозрения. Ну что, пойдемте пройдемся вдоль уреза воды, посмотрим. Вкапывают эти очередной грибок. Так, ну спустимся. Здесь все как и было. С этой стороны вот такой вот заход. Самое главное, многих интересует, есть ли медузы. Но пока нет, дорогие друзья. Смотрите, море относительно прозрачное. Хотя вот водоросли дофига.
аттракционы уже появляются. Водный мотоцикл, банан, таблетка, или как ее называют еще по-другому. Ну, ее таблетка всегда на ватрушка. На ватрушку похоже. Вот мы спустились с вами на набережную. Не на набережной, по набережной мы уже прошли. Совсем квалификацию потерял. Давно не снимал. И вот, сидят, пивко попивают, покуривают. Вот, качельки, карусельки. Ну и кафешка с другой стороны. Да, вход здесь нормальный, кстати, песчаный. И вон, видите, как далеко от входа. От берега, вернее, далеко от берега. Вот уже более-менее такая глубина начинается. А так прям так, ну, для отдыхающих сегодня доколупываться не будем. Раньше всегда приставало, откуда приехали, теплая вода, холодная вода. Но если кто-то сам заговорит, то можно будет побеседовать. А так не будем. Вот со своими, видите, палаточками люди приехали и разложили и создают себе пенек. Шум прибоя. Люди с детьми. Отдыхающие. Даже градусник сегодня не взял. Воду померить. Хотя надо в машине посмотреть. Если найду, то померяем. Но не уверен, что найду. В Крым я ехал через ДНР, Запорожскую, Херсонские областя. Ехал днем, быстро достаточно проехал. И у меня вот от границы Ростовской области и ДНР есть видео, как я ехал до Мариуполя. Можете посмотреть, если кому интересно, какая дорога. И перед Джанкоем КПП достаточно быстро прошли. Сейчас там поставили рентгены. Просто даже пассажиры выходят, а ты проезжаешь и идешь с паспортом и документами на машину регистрироваться. Уже к Джанкою я под вечер доехал. Быстро прошел, минут 10-15, наверное, в Крым. Ну, а от Джанкоя до, вернее, от КПП до Джанкоя дорога не очень так хорошая. Ямочный ремонт сделан, но не самым лучшим образом ямочный ремонт сделан. Поэтому сильно не гоните. Я там больше 90 не ехал. Хотя вот по новым территориям я нормально топил. Ни камер, ничего там пока нету. Там две какие-то стоят, но они вроде как инфракрасные точечки там есть, но нифига, имитация. Это еще осталось с прежних времен. Так, ну что, вот мы прошли с вами, потихонечку прошли весь пляж. Сами оцените, сколько людей. Вот, теплая водичка. Холодная? Говорит, холодная. Персональную скважину копает себе.
собачка в тенечке прилегла и тоже отдыхает, морским воздухом дышит. Так, ну вот здесь кафешку тоже. Кафешку сделали. Чуть не упал. Ну, вот оно, колесо. Видно, работают болгарки, шлифмашинки. Я как строитель сразу услышал этот звук знакомый, так что колесо обозрения в процессе. Но оно и видно, смотрите. Кабинок еще нет, такие островы, хотя вот их облагородят, может они такие будут там. Вот видите. Будем ждать. Немногочисленный народ купается. Спасательный хвост. Там никого нет. Обычно пацаны вот сидят на вышке. Вот сейчас нет. А вот и эти бунгало, как правильно, не знаю. Одни островы от них. Но люди на них вот занимают все места. Раньше, помню, 1000 рублей он стоил здесь на 8 часов. Сейчас не знаю. Ну, бесплатно, потому что, видите, ничего, ни матрасов нет, ничего. Видимо, пока еще коммерсы не прочухали, что надо бабки за это брать. Ну и народ вот со своими покрывалами сами по себе тенек создает. Гимнастки. Так что, ну она дальше туда идет, пляжная полоса. Туда не пойдем, сейчас вот здесь выйдем. Хотя можно вот туда тоже дойти. Там что-то вот понастроили, смотрите. Инфраструктура развивается. Вот, хотел заострить внимание, дорогие друзья, стою возле моря, это Азовское море, Щелкино, да, и смотрите, чисто, и прошел вот по всему пляжу, прошел, как вы видели, что никаких пятен нефтяных здесь нет, так что Щелкино, как говорится, проверено, нет. Приезжайте, здесь точно можно купаться. Ну и где я буду снимать, в каких вот населенных пунктах, то буду акцентировать внимание на этих вот пятнах. Есть, нет. Ну и в Керчи, кстати, совсем нету. Я вот обращал на это внимание. Так, ну что, пойдемте. Выйдем на набережную. Ну, народ на обед уходит. Опа. Смотрите. Раньше вот так было. Хотя вон там еще тоже продолжение открыто. А сейчас новое столовое. Сейчас зайдем туда, если не выгонят. Посмотрим немного. Сейчас вот здесь вот глянем, кафе. Джуманджи. Ну и здесь тоже вот пост спасателей, вышка. Тоже никого нет. Ну и вот здесь народ. Здесь народ отдыхает.
бесплатно. Ну, придет время, начнут обелечивать. Так, ну что, двигаемся, посмотрим, что у нас с этой стороны. Кафе «Новая столовая», 100 метров. Работает с 9 до 9. Давайте заглянем. Есть народ, тут нет. Ну, пока никого. А вы работаете? А что никого нету? Никто есть не хочет. Ну, пока вот так. Пескоструем. Чтобы по-новому покрасить. Пока огородили забором. Хотя он, наверное, и будет здесь. Завели 4 опоры бетонные и на них установили. Да, вот пескоструйку проводят. Вот все подряд. Кабинки. Видно, это бэушное колесо где-то купили, скорее всего. А может быть, на ремонт просто поставили. Может, оно и было. Тут, если честно, не помню. Не помню. Но сам факт, что ремонт идет. Так что вот кафешечки работают. Крымское мороженое. Ну, цены вам показать. 350, 370. О, пицца. 450, 480, 530. Ну, 700 даже есть. Мама Мия. Деликат. Соусы и помидоры. Красная рыба. А, ну понятно. Красной рыбой. Даже пицца. Столовая, вареничная. Вот тоже. Тут туалет. Народ потихонечку расходится на обед, наверное. Так, давайте выйдем вон туда. Ну, много столовых здесь. Так что с голоду не помрете. А, ну вот по этой мы с вами, по этому заходу мы и зашли с вами, променадная зона. О, собачка спала, проснулась, пошла. Ну, давайте по той стороне пройдем. А там тоже облагородили, уложили плитку. Раньше ну, там был проход, но не такой прям хороший. А вот спасательный пост. Здесь что-то работает. Купаться еще холодно для меня. Вода холодная. Хотя температура уже... Вот сейчас уже 20 градусов 28, наверное. Вот от кота, видите, вот ученого. И вот туда можно уже идти. Сейчас мы туда и пойдем с вами. Пройдемся. Туалетов здесь достаточно. Все, пока вот я видел, вот там бесплатные. Это хорошо. Хотя окошко между двумя кабинками там есть. Можно тетеньку посадить и обелечивать. Но пока все там нормально. Вот еще одна кафешка, но не работает.
Квас под флагом России. Ну, Не надо. закрыто. Там не врет, вперед. Не надо. Не надо. Не надо. Детская площадка. Это схема, вот она, где мы находимся с вами. И вот еще один туалет, видите? Вон он. Детишки здесь резвятся. Ну, наверняка здесь тоже работает. Вот в тенечке люди попрятались. Ремонт идет, слышите? Ну, здесь тоже вот плиткой всего вложили, замостили. Велодорожка, вон я вижу, есть. Нормально. Вот такой магазин построили большой, гляньте. Хорошая надпись. Здесь волнуется только море. Тоже качельки, но мой неизменный атрибут, даже вот когда в Москве стримы вел, обязательно вот возле станции Маяковская, обязательно на качельках надо протестировать. Давайте не будем изменять своим традициям. Смотрите, лежачки какие удобные. Ну, мы на качельке с вами попробуем. Опа, уселись и погнали. Можно оттолкнуться посильнее. Ногами главное работать. Все, хорош. Потихонечку с пляжа люди идут. Сумку не забыть. Ну, пойдемте дальше, посмотрим. Вот они. Да, камеры хорошо, что видеонаблюдение есть от вандалов. Потому, смотрите, какие розочки красивые. Но видно, вода темного цвета, значит полив идет. Вот видно хорошо здесь. Потому что сейчас солнце сильное, жаль будет, если погибнут, но вот здесь не грозит капельный полив. Все отлично. Ну, там вот уже центр. Раньше там вот была ярмарка выходного дня. Что-то сегодня нет. Вот торговый центр, рынок там. Вот народ. Вот здесь тоже спортивная площадочка. Турничок.
Теннисные столы для пинг-понга. Так, ну и здесь, собственно, все понятно. Машина, видите, здесь паркуется. Будем знать, можно сюда даже заезжать. Пока. Ну что я хочу сказать, дорогие друзья, народ есть, но не столько много. Открытие сезона. И очень важная вещь еще, что вроде как вот Анапа, Мазут, 2 танкера разломились. Я здесь не заметил. Даже запаха нет. Возможно, это сильно далеко, но если вот верить новостям, в свое время даже в Севастополе находили мазутные пятна, в Ялте находили, но здесь, может быть, и здесь раньше находили, не знаю, но пока нет. Это радует. Так что вот аренда можно. Чебуреки, я помню, вот здесь чебуреки я ел. Шаурму тоже здесь вот покупал. Так, ну здесь мы с вами уже ходили. Выходим, сейчас посмотрю, если рынок есть, выходной, вот это фруктами торгует, то можно будет зайти посмотреть. Хотя я не видел. Детский городок. Ну и тут же можно коктейльчики какие-то купить. Машин стоит много на парковках. Кафе-бар «Танцующий дельфин» вас будет встречать прям в начале этой променадной зоны. Если приедете, вот здесь можно запарковаться и вперед на отдых. Вот здесь тоже капельный полив, капельное орошение. Вот там, я помню, был рынок, но сейчас я его тут не вижу. Благо, парковки бесплатные пока еще. Потому что в Севастополе уже... Они тогда-то были уже платные, но там все сикость-накость работало. Сейчас уверяют, что все будет работать хорошо. Закупили эвакуаторы, манипуляторы. Так что соблюдайте правила дорожного движения. Ну вот такая она. Зона отдыха в курортном городе Щелкино, который так и не стал городом атомщиков. Не знаю, хорошо это или плохо. Пишите в комментариях. Кстати, проезжал в Ленина, меня много спрашивали, как Крымский канал. Проезжал я его и увидел, что полный. Здесь он полный, Крымский канал, но, скорее всего, это со скважин качают. С 3 водозаборов, которые выдают 195 тысяч кубов воды. Если будет возможность, может быть, на обратном пути остановлюсь и покажу. На этом все, дорогие друзья. Буду заканчивать. Ностальгия по Щелкино. У кого есть, пишите комментарии, ставьте жирный, прижирнючий лайк, кому понравилось видео. Ну, а кому не понравилось, сделайте то же самое. Всего вам хорошего и до новых встреч. Они, я надеюсь, будут. Возвращаясь из Щелкино, как и обещал, вот в районе Ленина проходит Северо-Крымский канал. Ну и смотрите, собственно говоря, сами, воды полнехонько. Даже в те времена, когда я его снимал, было меньше воды, вот, а сейчас достаточно много. Но, скорее всего, вода это из-за 3 водозаборов, которые дают 195 тысяч кубов. Это идет все от Керчь, Щелкино, вот Ленина, где мы с вами сейчас находимся. Так что начало лета, начало курортного сезона, июнь месяц. Вот Северо-Крымский канал. До Керчи 60 километров.